Люди часто воспринимают кишечник как место, по которому проходит еда, и даже не подозревают, какие невероятные вещи происходят в кишечнике, который, по сути, это место, где рождается иммунитет. Кишечник – это целый организм, где обитает около 100 триллионов бактерий, которые формируют нашу кишечную микрофлору. В этом ролике вы узнаете о вредных привычках, которые разрушают кишечник. Досмотрите ролик до конца, и я вам дам 3 совета, которые помогут спасти ваш кишечник. 90% всех бактерий нашего кишечника принадлежат двум группам. Первая группа называется фирмикуты, вторая группа – бактериоидеты. У людей, у которых преобладает фирмикуты, они склонны к ожирению, а у людей, у которых преобладают бактериоидеты, они склонны к хроническим воспалительным процессам в кишечнике. У здорового человека соотношение двух групп бактерий примерно одинаковое. И это очень важно для нашего здоровья. Роль бактериальной микрофлоры нашего кишечника не только в переваривании пищи и регуляции веса, но также в кишечнике образуется множество полезных для организма веществ и гормонов. Например, гормон счастья серотонин в основном вырабатывается в кишечнике и накапливается в головном мозге. Итак, 10 вредных привычек. Первое. Частое употребление переработанного мяса. Колбасы, сосиски, сардельки. Их нужно полностью исключить из своего рациона. В переработанном мясе содержится большое количество нитрозаминов. Нитрозамины являются ядом для нашего кишечника, для наших хороших бактерий. Если вы очень любите переработанное мясо, то это можно сделать в домашних условиях. Вторая привычка. Частое употребление жареного мяса и жареных продуктов на масле. Здесь нужно подчеркнуть, хорошо прожаренные до образования корки и уголька. Вот эти корки и угольки, когда мы жарим продукты, они являются очень вредными веществами для нашего кишечника, и вообще жареные продукты очень тяжело переваривается. Если любите жареные продукты, то жарьте их на топленом масле. Топленое масло перетерпевает без выделения вредных веществ высокие температуры. Не образуется ни пена, ни дым. Третья привычка – недостаточное употребление клетчатки. Это грубые растительные волокна. Они содержатся во всех растительных продуктах. Наибольшее количество клетчатки содержится в белом рисе, пшенице, горох, фасоль, миндаль, оливки, овес, ячмень, зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь. Четвертая привычка – это употребление крепких алкогольных напитков. Именно крепких. Крепкие алкогольные напитки раздражают слизистую кишечника и тем самым вредят работе кишечника. Если употребляете крепкие алкогольные напитки, их нужно употреблять в меньшей количестве. Нерегулярное питание, то есть питание не по времени. Я здесь уже предвкушаю, что будут в комментариях, что я питаюсь тогда, когда хочу, моя бабушка, мои родители также питались, и все прожили долго. Но вы поймите, что привычки формируются из множества мелких привычек. Да? Если есть у вас только одна плохая привычка, то это может и не сказаться на вашем здоровье. Но чаще всего у нас этих привычек бывает очень много. Я всегда говорю, что с точки зрения тибетской медицины важно не что мы едим, а важно, когда мы едим. Сейчас я хочу объяснить, почему это так важно. Например, с точки зрения тибетской медицины, утро считается временем ветра. В это время вы можете есть разные продукты, даже продукты, которые вы любите. Это сладости, глютен, выпечки и так далее. Да? А обед – время желчи, где нужно есть тяжело перевариваемую пищу, мясо, рыбу, животные белки и так далее. Это время желчи. И ужин – это время слизи. С точки зрения тибетской медицины, все, что мы съедаем после 6, да, все считается, начинает накапливаться в нашем организме, потому что слизь – это питательная среда. И эти продукты до конца дня полностью не сгорают. И вообще очень важно питаться по режиму, потому что наш организм подчинен циркадному ритму, то есть биологическому ритму. Если мы эти настройки начинаем сбивать, потому что мы так не хотим, нам это неудобно, то они в дальнейшем, через несколько лет, возможно, дадут свои результаты. Шестая. Недостаточное употребление кисломолочных и молочных продуктов.
а также продуктов естественного брожения, такие как квашеная капуста, соленые помидоры, огурцы, моченые яблоки. Эти продукты являются источником хороших бактерий. Употребляя их, мы помогаем высеивать в кишечнике полезные бактерии. С точки зрения тибетской медицины я всегда говорю, что кисломолочные и молочные продукты являются продуктами слизеобразующими, поэтому их нужно мало употреблять. И если вы будете их употреблять до 5 часов вечера, все будет хорошо. Частое употребление трансжиров и фастфудов. Вообще трансжиры являются ядом для нашего организма, особенно для наших хороших бактерий. Поэтому эти продукты категорически нельзя употреблять. Я даже не могу вам привести хоть одну причину, зачем это нужно есть. И еще эта еда считается пустой. Она не дает нам ни энергии, ничего. И вообще, друзья, как вы понимаете, питание очень важно для нашего кишечника и в целом для нашего здоровья. Именно поэтому я создал практику здоровья, где я рассказываю правила правильного питания с точки зрения тибетской медицины, и очень важны в зависимости от конституции человека. Потому что важно подчеркнуть, что каждый человек должен искать именно те продукты, то правило, которое подходит именно ему. Этот онлайн-курс вы можете найти по ссылке в описании. Недостаточное употребление воды. Вы все знаете, что воду нужно пить, но есть одно объяснение, именно связанное с кишечником. Когда мы едим, например, клетчатку, для того, чтобы улучшить работу кишечника, мы должны иметь в виду, что клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. Растворимая клетчатка, она еще гелеобразующая клетчатка или набухающая в объеме растущая клетчатка, да? Она нуждается в воде. Когда мы пьем воду, эта клетчатка набухает, создает объем и выполняет свою функцию, улучшает работу кишечника. Лучше всего воду пить теплую, градусов 50-60, перед едой за 2-3 минуты и в течение дня примерно 1,5 литра воды, но не более 2 литров. Постоянные стрессы вызывают системные хронические воспалительные процессы в кишечнике, которые постоянно негативно сказываются на слизистой кишечника. А хронические вялотекущие воспалительные процессы разрушают эти ворсинки, тем самым площадь всасывания в кишечнике уменьшается. Чем меньше ворсинок, тем меньше площади всасывания. Как раз поэтому у многих людей возникает чувствительность к глютену. Про глютен ролик у меня есть, вы можете посмотреть у меня на канале. Параноидальная чистота. То есть все обеззараживать, очищать, все мыть. Когда мы создаем идеальную чистоту, это тоже очень плохо для нашего кишечника. Так как я уже сказал, в нашем кишечнике живут около 100 триллионов бактерий, из них, конечно, какой-то процент условно патогенные и патогенные бактерии. Они не все хорошие бактерии. Просто нужно создавать всегда баланс. Но если мы будем все время все стерилизовать, все очищать, мы тем самым не тренируем естественный иммунитет нашего кишечника, и столкнувшись с какой-то бактерией, мы сразу заболеем. 3 совета, которые вам помогут спасти свой кишечник. Первый. С утра нужно начинать день со стакана теплой воды. Стакан теплой воды нам помогает запустить весь пищеварительный тракт, начиная от желудка, заканчивая кишечником. Второй совет. Это время от времени применять пробиотики. При выборе пробиотиков нужно смотреть обязательно, что преобладает. Фирмикуты или бактериоиды. Можно сдать анализ и все это определить. Но если вы хотите это делать просто профилактически, то нужно выбирать те пробиотики, где эти соотношения равны. Третий совет. Посмотрите, пожалуйста, 10 вредных привычек, о которых я вам уже рассказал. Внимательно их изучите и по возможности так не делайте.